По многочисленным заявкам мы снимем с карты нашей UnionPay банка Солидарность и проверим, сколько тут будет комиссия и так далее. Здесь, во-первых, улица практически вся пустая, много вывесок рент, да. Это все были русские бизнесы, которые после пандемии закрылись. Нету ни одного байка, очень высокий сезон. Ну что, мы уже обосновываемся в Паттайе. У нас сейчас план минимум — это дойти до пляжа, увидеть море, показать его вам, потому что я обожаю море, обожаю песок, пальмы, вот это вот все. Именно поэтому я и люблю Таиланд. В Паттайе, конечно, море немного специфическое, но мы вот в прошлый раз, когда были, около 3,5 лет назад, мы нашли 1 или 2 пляжа, где можно было искупаться, и вода даже была чистая. Надеюсь, что мы за сколько мы тут будем, не знаю, недели 2-3, искупаемся и не раз. Ну и, конечно, вам очень много всего покажем. В прошлый раз мы селились на Джамсьене, сейчас мы поселились на другом пляже, это Пратаманак, как-то так называется, могу ошибиться. Вот, и, по-моему, этот пляж чуть-чуть почище, просто Джамтьен, он такой самый главный, и там очень много пакетных туристов, да, которые приезжают туда буквально на недельку, на 2, вот, и из-за этого получается, что там очень грязно. У нас план на день. Сегодня нужно обязательно арендовать байк. Перед этим нужно снять деньги с нашей тайской карты и показать вам пляж, к которому мы, собственно говоря, сейчас и идем. Чем меня всегда Паттайя удивляет, это тем, что вот везде всегда есть тайский, английский и русский. Во всех меню все указатели где угодно. И даже мы вчера зашли в какие-то магазинчики, тут совсем рядом, я все шлепки не могу купить. И там сразу нас вычисляют, что русский, начинают с нами говорить на ломаном русском. Ну, этим и удобно Паттайя для наших соотечественников, особенно, наверное, для тех, кто не сильно знает хорошо английский язык. По левую руку можно купить все для пляжа, по правую такой небольшой фудкорт. О, даже мини-бикси есть. Мы его любим, тут очень много и всего, чего нету в 7-Eleven. Ну и, конечно, массажный салон один на одном. 200. Массаж. Да, видите, перевод везде обязательно русский. Если вы хотите почувствовать массаж, то это всего 200 бат. Ух ты, кофе и еда 50 бат. Отличная цена. Я вот люблю горячий кофе, и Саму и Панган очень плохо с горячим кофе, а вот в Паттайе, видимо, туристы привили. Ух ты, даже булочки есть, смотрите, даже хлеб есть. Надо же. Все, что нужно для любителей хлеба. 7-Eleven прямо один на одном. Один 7-Eleven, тут же сразу еще один 7-Eleven. Видите, тут обменник есть еще. Сейчас посмотрю, там есть или нет. А, да, вон даже есть. Рубли можно обменять. И курс примерно у нас вот такой вот. А это тот самый Сабай-Сабай. Ну и мы подходим туда, ради чего, собственно говоря, мы и приезжаем в Таиланд. Это, конечно же, море. Потому что в Питере зимой без этого всего, ну, прям очень тоскливо жить. Ну вот, и уже море, кстати, спокойное такое. В отличие от Пхукета сейчас, особенно Самуи, сейчас начинается самый не сезон. Вот прям с середины октября по где-то середину ноября там нежелательно, если вы хотите поехать за морем. А вот Паттайя очень даже и неплохо. Маша уже прям почти по пояс зашла. На самом деле пытаюсь тапочки одеть, я в итоге, короче, еще грязнее стала. Но можно увидеть, что шезлонги уже забиваются, люди уже купаются вовсю. Море очень даже пригодно для купания. Я только что потрогал, прям теплейшая вода. Эх. Вот ради этого всего, вот все те приключения, которые у нас были, для попадания сюда, вот ради этого, конечно, стоит ехать. И вот
именно сегодня чувствую вот этот соленый запах, звуки волн. И когда вот это все чувствуешь, что ты реально живешь, что ты не просто существуешь, да, там, чтобы выполнять какие-то функции, там, работать, не знаю, там, спать, зарабатывать, еще что-то. А тут ты прям ощущаешь, что ты не проживаешь жизнь, а ее живешь. Прям ощущаешь, каждую минуту своей жизни получаешь удовольствие. Поэтому мы сюда и приезжаем. А вы тоже для этого расскажите? Ну, вот мы чуть-чуть дальше прошли, видите, тут шезлонги вообще пустые. Ложись, купайся. Просто красота. Что еще для счастья надо? Ну вот, можно увидеть. Пляжный сезон тут полностью открыт. Как раз именно сейчас заканчивается не сезон в Паттайе, и сейчас начинается именно сезон. Поэтому именно сейчас и стоит сюда ехать. Нравится именно это место. Смотрите, тут сбоку какая красота. И именно дорожка это нравится, что тут можно и бегать, и на велосипеде кататься, в отличие от той же Джамтьен, где прям, ну, в принципе, тоже можно, но там все-таки трафик очень высокий. А сейчас мы подходим уже к Донгтон-Бич. Людей немного. Ну, а дальше уже начинаются шезлонги, и людей чуть-чуть уже побольше. Слева у нас какая-то огроменная детская площадка и отель Паттайя Парк. Мы там с Машей были в 2019 году на 8 марта в ресторане крутящемся. Будем в этот раз или нет, не знаю. Напишите, надо посещать или нет. Пляжу ни конца, ни края. Видите, очень много тут велосипедов, велолюбителей. Когда 3,5 года назад мы с Машей тут были, когда увидели стаю собак, которая бежала за каким-то велосипедистом, и мы отмели идею взять велосипед. Но вот что нравится именно в этом месте, что тут очень все чисто, аккуратно. Видите, такие пальмы, тротуар такой ухоженный, красивые кафешки. Тут, конечно, красиво. Чуть позже, конечно же, мы покажем еще Джамтьен и сравним. Смотрите, здесь пальмы такие высокие, как в Лос-Анджелесе. Обычно они чуть другие в Таиланде, а тут прям такие высокие, красивые и необычные. Вот те знаменитые буквы Донгтон Паттайя Бич. Насколько я помню, по вечерам происходят какие-то мероприятия. Кто-то танцевал все время, еще что-то, фаер-шоу. Сейчас проходит или нет, не знаю. Сейчас выходим на очень оживленную улицу, вот это вот пересечение, где куча банков и будет, конечно же, аренда байков. Надеемся, что найдем какой-то хороший байк PCX или Inmax. Можно обратить внимание, что очень много кафе, где с листочками каннабиса. Раз кафе, видите, там 2 кафе. То есть там всякие пирожные, коктейли, но и не только. Мы не по этой части, поэтому тестировать и пробовать не будем. Просто вам показываем как факт. Этого раньше не было, но совсем недавно это все легализовали, поэтому это имеет место быть. Тут уже прям сразу видно, что оживленное движение. Это Джамтьен. На нем мы чуть попозже будем. А вот эта вот улица. Мы тут раньше очень часто меняли деньги, снимали деньги в желтом банке. Сейчас мы тоже тут снимем и пойдем дальше. Ну вот, можно увидеть, какой курс сейчас получается. 0,36. Здесь очень много разной валюты. И рубли тут, по-моему, вообще самые невыгодные, 0,36. Это вообще... Ну да, особо тут рубль никому не нужен. Ну и вот, по многочисленным заявкам мы снимем с карты нашей UnionPay Банка Солидарность. И проверим, сколько тут будет комиссия и так далее. Будем снимать в банке, который называется Кунгсри Банк. Мы раньше тут по карте Тинькофф снимали, сейчас попробуем карту Солидарность. Ну и вот, можно увидеть, что 10 тысяч бат мы снимаем, комиссия 220 бат. Берет именно банк. Мы нажимаем «Да». Деньги получены. Ну и на чеке можно увидеть, что мы сняли 10 тысяч бат. Тут написано остаток, мы его скрыли. Ну и вот, собственно говоря, комиссия 220 бат. Дальнейшее
конвертации и все остальное сейчас напишу снизу. Также в нашем телеграм-канале мы всегда пишем все подробности относительно карт, относительно там сим-карт, всего остального. Под видео будет тоже ссылка на наш телеграм-канал. Если вы хотите быть в курсе всех там важных событий, каких-то лайфхаков, тоже подписывайтесь. Ну а мы идем дальше. Можно увидеть много таких стоек с массажом. Самое интересное, что вот релакс-массаж, и там одни мужчины, одна тайка только сидит. Это для женщин или для мужчин, не совсем понятно. Ну что, зашли в одно место, там не было ни PCX, не было NMAX, были какие-то очень дохленькие, вот что-то типа вот таких вот. Очень маломощные для двух людей. Но я уже привык как-то NMAX и PCX, мне удобно на них. Я уже на другой не согласен. Причем там улица была, одни флаги ЛГБТ. Везде мужчины сидели, массаж, меня все зазывали. Маша уже сравнила, что в Турции в основном девушку зазывают, и ей там опасно даже ходить, а тут мужчине одному, мне кажется, опасно ходить по таким улицам, с которых мы только что вышли. С чем у меня еще ассоциируется Паттайя, так это с тем, что именно по этой улице, когда я гулял, не помню, я сюда заглянул или чуть-чуть дальше, и я услышал Аллу Пугачеву, там какие-то хиты пелись, и была в основном только русская речь. И у меня вот Паттайя и ассоциируется в основном с, не знаю, это что-то у меня среднее между Анапой и Сочи, где вот очень много людей с постсоветского пространства. Ну что, мы зашли в еще одно место, я его помню очень хорошо, мимо него мы раньше приходили очень часто. И тут все забронировано. Смотрите, букет. Вот этот байк я бы просто был рад, если бы он мне достался. С кофром, это прям нереально удобно. Но он тоже забронирован. Мы сейчас зашли внутрь, нам сказали, что нету ни одного байка. Очень высокий сезон. Это вот мы дошли уже до перекрестка Май-Чао, как так называется. Ищем байк. Я в телеграм-каналах написал по поводу байка. Если у кого NMAX PCX, один ответ был. Но очень странный какой-то. Я спросил прайс, и он куда-то пропал. То есть, если в Пхукете Самуи в какой-нибудь чат кидаешь информацию по поводу того, что тебе нужен байк, там, ну, на нужную дату, тебе сразу там сотни сообщений все пишут, то в Паттайе прям тишина. Очень удивительно. Не знаю, с чем это связано. Но я сейчас пользуюсь Facebook маркетом. Там очень много тайских предложений, но они почему-то только на месяц предлагают. Ну и причем такие очень выгодные предложения, там что-то 2700, 3000 бат в месяц. А я говорю, а на 2 недели можно? Они говорят, нет, у нас только вот 1 месяц. И сейчас не найдем, скорее всего, придется уже договариваться на Facebook маркете, потому что 2700 бат, даже если брать 2 недели, это супер-мега выгодно. Ну что, тут мы тоже байк не нашли, все забронировано. Нас поставили на бронь. И самое, что нас больше всего удивило, мы с Машей шли по этой улице и все не могли понять, это точно та улица или нет. Это же раньше была русская улица, и тут такое было... Ну да, и сейчас есть, но раньше такое было оживление, тут просто свободного места не было, все ехали, не знаю, пару раз чуть на меня не наехали, потому что все было забито. Сейчас тут практически все закрыто, обратите внимание. Какие-то там массажи сохранились, что-то еще. Привет. Вот какие-то, видите, тут фрукты сохранились. А, смузи манго. Окей. Ну вот, сейчас будем смузи манго за 20 бат. Хорошая цена. Мы взяли манго, pineapple shake и passion fruit. Смотрите, видите, здесь, во-первых, улица практически вся пустая. И вот здесь вот много вывесок рент, да, и вот здесь вот написано Vision Travel экскурсии, вот здесь вот Сыто Пьяный ресторан. Это все были русские бизнесы, которые после пандемии закрылись, вот, и, собственно, люди разъехались, и здесь уже как таковой, и, собственно, русской улицы и нету, потому что здесь остались одни тайцы, да, там тайский массаж, тайские фрукты продаются именно от тайцев. Вот, и все. Надеюсь, что через какое-то время эта ситуация изменится, и тут будет все функционировать как по-старому. Да, ну вот видите, кафе «Шалаш», акула,
чебурешки, запеченные сыром. Насколько я помню, вот именно в этой кафешке мы с Машей сидели, помнишь? Да, да. Здесь еще был такой русский зазывало. Он именно русских приглашал, стоял здесь с меню и приглашал всех в гости. Да, и тут были самые демократичные цены вот именно в этом кафе, потому что в предыдущих местах было чуть дороговасто, а именно тут прям что-то чуть ли не 40 бат по тай был, что-то такое. Могу ошибаться, конечно. Ну и тут, вон, видите, экскурсии на русском языке. Море, пиво. Что-то все закрыто. Такое ощущение, как будто бы мы тут оказались не в 22-м году, в конце 22-го года, а как будто мы, не знаю, год назад или 2 года назад. Ну вот еще видно заброшенные места. Очень удивлен, что после того, как прошел ковид, еще не окрепла, получается, вот эта вот улица. По идее, на Пхукете, там, в Бангкоке, на Самуи, там, Пангане уже практически все восстановилось. Да, вот тут вот до сих пор почему-то нет. Но я думаю, тенденция будет меняться, потому что именно этот сезон уже будет такой, мне кажется, пиковый по сравнению с 2 предыдущими. Все ограничения отменены. Да, и цены сейчас будут вполне нормальные. Аэрофлот сейчас будет летать уже. Поэтому будем надеяться, что все будет восстанавливаться. Хотя самое интересное, что уже байки не найти, то есть людей уже много. Почему до сих пор еще не открыли, непонятно. Вот видите, написано очень хороший массаж, и он функционирует. Мы немного прошлись и увидели рыночек Пратамнак. Сейчас покажем, что от него осталось после ковида. Мы пришли, но как-то тут совсем не весело. Видите, практически ничего нету, все закрыто. Есть какой-то вот один ларечек и совсем чуть-чуть еды. Сейчас Маша спросит у охранника, и, возможно, мы придем уже тогда, когда он будет в полной мере тут работать. Хотя, возможно, он просто не восстановился после ковида. Такое тоже возможно вполне. Маша решила спросить у всех, даже у продавца. Нам очень важен ответ, чтобы вам донести. В итоге мы толком не поняли, что ответили. Нам ответили, как всегда, на тайском. И жестами показали, что вроде как все работает. Но, честно говоря, тут от рынка одно слово. Видите, да, все закрыто. Есть чуть-чуть совсем наших туристов и не только. Мы зашли в 5 часов вечера, и людей тут, конечно же, немного. Самое интересное, что опять нас очень сильно удивило, это то, что женщина абсолютно на русском языке, ну, славянская внешность, нам сказала, что сейчас довольно мало людей, потому что еще, солнце не зашло, вот под вечер будет побольше людей, и побольше ларьков уже откроется, поэтому сюда уже вернемся чуть попозже. Ну, мы, чтобы времени терять, прошли немного совсем. Хотели прийти на смотровую площадку, и мы сюда пришли. Смотрите, какое красивое сердце. И отсюда видно абсолютно вот вся Паттайя. Вон те самые легендарные буквы Паттайя-Сити. И отсюда видна, такой, можно сказать, центр Паттайи. Вот это здание, которое все никак не снесут или не достроят. Пока сюда дошли, несколько раз очень сильно вот эти собаки нас испугали. На пару человек на байке накинулись даже. Смотрите, какая красота. Ну и вот те самые буквы Паттайя. Хотели, конечно, до заката сюда приехать, но вспомнили, что с этой стороны именно заката нет. Поэтому особо мы ничего не пропустили, зато видно вот такой светящийся город, как на ладони. Ну и отсюда можно увидеть, видите, такие светящиеся кораблики. Это не просто кораблики, это именно ресторанчики на воде. Спросите, как туда попасть? Подвозят на специальных лодочках. Сегодня целый день ходили, изрядно проголодались, поэтому сейчас мы отправимся на рынок Пратамнак и покажем вам его. Ну вот мы спустя какое-то время вернулись. Видите, режим работы с 12 до часу. Написано, конечно, по-русски. Можно зайти и услышать, что тут вовсю уже играет русский шлягер. Я почему-то не удивлен.
Не могу сказать, что прям сильно людей добавилось. Люди, конечно, появились, но не очень много. Из открытых прилавков вот можно заметить 1, 2 и буквально вот чуть-чуть с едой. Ну и еще рубашки с пальмами. Похоже на какую-то сельскую дискотеку где-то на окраине, пока еще там люди не собрались или уже расходятся. Тут немного платьев, Маша может померить. Совсем чуть-чуть тоже каких-то гелей, шампуней. Ну и, конечно же, изделия из крокодила. Здравствуйте. Крокодил? Крокодайл? Это корова. Корова? Да, есть О. Тоже корова? Это буйвол. Буйвол? А, спасибо. Видите, продавцы говорят на русском. Огромнейшее количество кепок, просто нереально. Ну и, конечно, на любой вкус и цвет различные статуэтки. Ну, такой, наверное, килограмм 10 весит. Нужен дополнительный багаж будет покупать, конечно же. Сюда нужно заходить, когда на следующий день уже вылетать и закупаться. Учитывая, какие собачки тут упитанные, все-таки их тут, наверное, кормят. Ну а сейчас идем уже непосредственно к рядам, которые связаны с едой. Это, мне кажется, намного интереснее. Тут уже чувствуется запах. Цены 100-150 бат. Ну, это морепродукты, рыба. Плов. Тут немного фруктов. Тут, наверное, готовят ротти. Очень вкусный десерт. Тут, скорее всего, манго шейк. Hello. Вон, Сангсон, это, по-моему, очень популярный ром. В Таиланде все никак его не попробую. Говорят, что необходимо это сделать обязательно. Ну и тут, конечно же, тоже морепродукты. Креветки. Ну, цены очень даже неплохие, смотрите. 200 бат. 150 бат поменьше, а 200 большие. Тут можно уже шейки заказать на любой вкус и цвет. Ну и, конечно же, добавить туда немного алкоголя, чтобы скрасить вечер. О, и, конечно же, суши. Я больше всего вот эти люблю и вот эти. Ну вот еще одно место, где можно уже, видите, все на русском языке увидеть. И родная картошечка, котлетки. Шашлычок можно, видите, свинина с овощами, курица, чесночный хлеб, пита. Кто не хочет экспериментировать с тайской едой, такое идеальное место. К сожалению, освещение тут не самое лучшее, но вот это у Маши, что Лазанья. это? У Маши лазанья, она уже ее ест. А у меня картошка с котлеткой. Сейчас Маша расскажет, как ей лазанья. Лазанья не с длинными такими макаронами, да, как должно быть, а с такими обычными самыми дешевыми макаронами, которые в России стоят дешевле всех. Вот. Такой немножко странный вкус. Ну, короче, мне не очень. Стоило 100 бат. Ну, можно видеть такие столики, и люди тут сидят, к моему удивлению, не только люди с постсоветского пространства, также есть местные и даже есть иностранцы. Но, судя по музыке, конечно, тут прям идеально для людей с России, как можно услышать.
целом очень вкусно, картошечка прям вот как, знаете, вот как обычно готовят там мама, вот очень вкусно. Котлетка, чуть-чуть не хватает каких-то супер соусов, немного пресная, но в целом вообще очень даже вкусно. Как будто зашел в нашу какую-то столовую там. Но на рынке Джамтьен, Night Market, насколько я помню, было дешевле. Мы обязательно там еще побываем в одной из следующих серий. Ну что, мы уже взяли байк. Мы его взяли вчера поздно вечером. Этот сервис я нашел в Google картах, ввел рент-байк и нашел все близлежащие там штук, наверное, 6-7. Везде все было забронировано. Тут остался один PCX, который мы забрали. У нас не работала правая ножка человека, который сзади сидит. Также очень плохо работает задний тормоз. Мы договорились, что сегодня приедем. Мы приехали, у нас забрали байк, сказали, через 10 минут приедут и все починят. Вот сидим, ждем. Цена была вполне себе хорошая, всего 4000 бат в месяц. Мы нашли его еще в одном месте, там были русскоговорящие парни, это на Русской улице, которую мы показывали. Искали, что все-таки один байк, бронь отменена, и PCX 2019 года за 5000 бат в месяц. Самое интересное, что за 2 недели аренда будет стоить 4800, то есть не очень выгодно в ПТЕ брать на меньший срок. Хочу еще сказать свой опыт в Facebook-маркете. Я попытался там арендовать. Нашел около 5-6 объявлений. Цены были 2600, 3200. Я списываюсь, пишу «хочу у вас арендовать» и потом скидываю точку. Название, честно говоря, не помню. Я начинаю смотреть отзывы по геолокации. Из 10 отзывов 10 все единицу ставят. То байк какой-то плохой, то у них, если сутки проходят, на нем не ездят, он не заводится. То если свыше 1000 километров проезжает человек, то там 1 километр идет за 5 бат и так далее. Еще там писали, что за какие-то царапины снизу кузова находили и просили там 500-600 бат. Я думаю, да зачем мне это надо, лучше уж я переплачу, но буду ездить и не думать, что там будет через месяц, не будут ли меня разводить. Ну вот так выглядит мой конь на ближайший месяц. PCX. Чуть-чуть он повидавший, конечно, но гоняет прям вообще супер. Мне прям нереально нравится. Что еще больше всего нравится, тут есть сигнализация, представляете? Все, он на сигнализации. Не знаю, насколько она работает и функционирует. Нам все починили, осталось только искупаться, чтобы получить все настоящие эмоции, которые нужны в Таиланде. Да, Маш? Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!